Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! В этом видео мы с вами вместе свяжем вот такую безрукавочку с реглан-погоном сверху. И такую безрукавочку можно связать и для женщин, и для мужчин, и для детей. В этом видео, друзья, я подробно покажу, как оформляю росток в области горловины. И я оформляю это своим новым методом. Такое вязание ростка. У меня есть отдельное видео. Можете посмотреть. В этом видео я тоже подробно все расскажу и покажу на практике. Еще, друзья, здесь применяю реглан-погон. И насчет вязания реглан-погона сверху тоже у меня есть отдельный мастер-класс видео вязания реглан-погона сверху. В этом фасоне, друзья, углубления со стороны спинки не делаем. Нет необходимости, потому что погоны берем более шире. Они дают сами по себе углубление в области спинки. Здесь для вас новый технический момент будет это оформление области проймы. Вот видите, друзья, в области проймы я оформляю вот такой планочкой. Это я оформляю относительно с тела безрукавки. И область проймы у меня получается очень аккуратно и очень красиво. Применяю вот такой узор. В центре такие большие узоры. И узор начинаем, когда здесь добавляем по регланной линии петли. Эти добавленные петли постепенно будем включать в узор. А спинка у нас вяжется резинкой 6х1. В области подоля, друзья, я оформляла резинкой 3х1 и края резинки закрыла простым обычным способом.
Друзья, вяжем горловину. Вот я приготовила горловину. И здесь провязано 11 рядов, включая ряд набора. И хочу отметить, друзья, в начале, когда набираем петли, будем набирать со спицы 2,5. 3 ряда провяжем, сменим спицу на номер 3. 4 ряда связали, потом поменяем на спицу 3,5. И горловина у нас получится красиво и аккуратно. Схематично начало нового ряда, где у нас рабочая нить. Теперь, друзья, будем распределить петли по частям кофточки. Спинная часть, погоны и передняя часть. И ставим маркировки, отделяя петли погоны. Еще добавишь одну маркировку. Мы ставим в центре спинки. Это нам пригодится, когда мы будем вязать узор на спинке. Следующий 12 ряд, друзья, будем провязывать все петли лицевыми петлями и будем считать петли. Вначале одну петлю провяжем, и здесь мы будем ставить красную маркировку. Вот мы вот эту маркировку поставили. Посчитаем для спинки 38 петель. Когда мы посчитали 19 петель, мы ставим здесь маркировку. Вот мы сейчас поставили вот эту маркировку. Для погона посчитаем 18 петель. Мы сейчас отметили вот эту маркировку. Для переда посчитаем 48 петель. И до следующей красной маркировки должны остаться 18 петель для левого погона. Вот с этой маркировкой вы отметили вот это место. Вот таким образом, друзья, мы распределили наши петли. С красным и желтым мы отметили левый погон. Между желтыми маркировками отметили правый погон. Голубой маркировкой отметили центральную часть спинки. Передняя часть безрукавочки. Начало нового ряда будет указывать вот эта красная маркировка. Теперь, друзья, мы будем оформлять погоны. Накиды мы добавляем возле погона на каждом ряду. И каждый разом мы будем набирать накиды здесь до маркировки, а здесь после маркировки. До маркировки, после маркировки. И еще будем начинать оформлять росток. Чтобы оформлять росток, мы будем по передней части сокращать по 5 петель с обеих сторон. Это как мы сокращаем, я вам все подробно в практике покажу. После маркировки добавим накид. Потом одна лицевая будет и одна изнаночная. 6 лицевые. Одна изнаночная. Опять 6 лицевые. Изнаночная. И 3 лицевые.
Вот мы в центре спинки. 3 лицевые, 1 изнаночная, 6 лицевые, изнаночная, 6 лицевые, изнаночная, лицевая. Таким образом, друзья, начали узор на спинке. Теперь каждую здесь добавленные петли по реглан линии будем включать в узор. До маркировки берем накид, петли погона. После маркировки берем накид. Теперь у нас начинается перед. Начнем оформлять росток. Для этого эти 2 петли провяжем вместе и с этим сократим 1 петлю и провяжем следующую петлю. И с правой стороны мы сократили 1 петлю. Обязательно будем отмечать. Поворачиваем нашу работу. Мы на изнаночной стороне, друзья. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Добавленные накиды возле реглана будем провязывать изнаночной скрещенной петлей. Берем за левую стенку и провяжем изнаночной петлей. Опять берем накид. Петли погона. После маркировки берем накид. И этот накид будем провязывать изнаночной скрещенной петлей. Провяжем по рисунку. Где изнаночные петли провяжем изнаночными петлями, где лицевые петли провяжем лицевыми петлями. Дошли до накида, провяжем скрещенной петлей. И до маркировки добавим накид. Петли погона. После маркировки добавим накид. И здесь у нас начинается петли переда. Мы отсюда на лицевой стороне провязали наш узор, резинку 6 на 1. Оформляли регланную линию. Здесь тоже оформили регланную линию. И здесь сократили 1 петлю. И пошли обратно. На изнаночной стороне опять мы оформляем регланные линии. Провязали петли спинки по рисунку. Оформили регланную линию. И мы дошли вот сюда. Здесь добавили накид, и теперь у нас начинается перед на изнаночной стороне. Здесь тоже сократим 1 петлю для оформления ростка. Эти 2 петли провяжем вместе. И с этим мы сократили здесь 1 петлю. И следующую 1 петлю провяжем. И поворачиваем нашу работу. Отмечаем. С левой стороны тоже сократили 1 петлю. Теперь, друзья, мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Накид провяжем лицевой скрещенной петлей и берем накид. Петли погона. После маркировки берем накид,
Накид провяжем лицевой скрещенной. И петли спинки провяжем по узору. Дошли до накида. Провяжем скрещенной лицевой петлю и берем накид. Петли погона. После маркировки берем накид, и это накид провяжем лицевой скрещенной петлей. И вот у нас начинается перед, друзья. Дошли опять с правой стороны переда. Вот дошли до петли в прошлый раз, когда мы здесь оформляли росток. Вот видите, будет больше расстояния, и вы никогда не ошибетесь. И эту петлю, и следующую новую петлю мы провяжем вместе. Для этого переправим эту петельку и провяжем их вместе. И провяжем следующую одну петлю. Сократили на правой стороне вторую петлю. Поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и продолжим наше вязание. Вот мы дошли опять к переду, друзья, с изнаночной стороны. Оформляем росток. И вот дошли до петли, которую мы в прошлый раз здесь оформляли росток. Эту петлю и следующую петлю провяжем вместе изнаночной петлей. Сократили одну петлю. И провяжем следующую петлю и поворачиваем нашу работу. Мы опять на лицевой стороне. Теперь, друзья, и по переду тоже начнем узор. По регланной линии мы начали добавлять петли. И по этой регланной линии на добавленных петлях будем начинать узор. Узор у нас вначале начинается с правой стороны 2 изнаночные и 2 лицевые. Потом опять 2 изнаночные. И с этой стороны то же самое. 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Как начинаем добавлять петли, добавленные петли постепенно будем включать в узор. Когда вот так посмотрим, 3 петли относятся к петле переда. А вот эти 3 петли, это которые добавленные петли по реглан линии. И на этих петлях мы начнем узор. 2 петли провяжем изнаночными петлями, и дальше вязание у нас пойдет как всегда. И мы с вами увидимся, как будем делать здесь последнее сокращение для оформления ростка. Сократим мы последнюю петлю для оформления ростка.
Вот мы на правой стороне закончили сокращение петель. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю будем протянуть нить и образуем вот такую двеножку. И потом продолжим наше вязание. Как вязать на изнаночной стороне, знаете. И мы с вами увидимся, когда будем сокращать на левой стороне переда последнюю петлю. А вот левой стороне переда тоже сокращаем последнюю пятую петлю. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, протянем нить и образуем петлю две ножки. И продолжим наше вязание. Мы с обеих сторон закончили сокращение петель и закончили оформление ростка. Теперь сделайте круг. Как вязать, знаете. По переду дошли до петли две ножки. Эту петлю мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны, охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. Продолжим наше вязание по кругу. Петли переда. С левой стороны тоже дошли до петли две ножки. Эту петлю провязываем таким образом. Заходим с правой стороны, охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. Смысл образования петли две ножки, друзья, переход не будет чувствоваться. Если этого не сделать, здесь будет большое расстояние и обязательно образуется дырочка. И переход будет некрасиво. Вы помните, красная маркировка у нас указывала начало нового ряда. И после этого маркировки один ряд будет нечетный ряд, следующий ряд будет четный ряд. Четные, нечетные ряды нам необходимо знать при вязании узоры по переду. Таким образом, друзья, продолжите вязание. И мы с вами увидимся, когда длина погона у нас будет 9 сантиметров. Вот, друзья, погоны мы вязали до нужной длины 9 сантиметров. И по погонам мы добавили по 24 петли. Это 24 петли как раз у нас составляет раппорт узора по переду. Мы в начале ряда, друзья. Теперь в последнем ряду мы все петли вяжем по рисунку. И для узора у нас четный ряд. Тоже вяжем по рисунку. И по реглан линии не будем добавлять петли. Провязываем все петли и опять дойдем до конца ряда. И мы с вами увидимся.